Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я из картонки, там от коробки от какой-то, нарисовала половинку кленового листочка и вот так вот сложила пополам. И у меня получился целый кленовый листочек. На джинсовой ткани я стержнем, который, когда утюгом погладишь, исчезает, я рисую, обвожу вот этот свой кленовый листочек. В результате перенесла картинку. Почему я делала из картона? Да потому что подумала, вдруг мне когда-нибудь еще понадобится. И я поэтому решила сделать, пусть будет такой у меня трафарет, останется. На пяльца надеваю ткань, джинсовый кусочек, и начинаю вышивать. Я вышиваю стебельчатым швом, просто по всему контуру этого листочка. Конечно, кто смотрит меня давно, они уже все знают название этих швов. Но я когда буду при памяти, когда не забуду, я буду все-таки называть те швы, которыми я вышиваю, декоративные швы для вышивания. Я специально показываю подольше, чтобы вы видели, как я перехожу, как эти уголочки остренькие. Я заканчиваю, назад втыкаю. Главное, не в то же отверстие потом воткнуть, иначе все заново придется перетыкивать. Девочки, я так рада, что я наконец-то с вами, потому что почти 3 месяца я отсутствовала, никаких рукодельных видео не снимала, потому что меня дача полностью поглотила, и я занималась дачными делами. Как и многие наверняка рукоделие оставляют. Но я не то, что я прошлые годы и летом тоже рукодельные видео выкладывала. Здесь я ничего про швы не говорю, потому что это тот же самый стебельчатый шов. Но дело в том, что, я не знаю, может быть возраст, может быть усталость. Все-таки уже 5 лет каналу, и я почти сначала каждый день видео выкладывала, потом через день, потом раз в неделю, потом в результате раз в 2 недели. Но и тут я все равно уже устала. Я нитки показываю, которыми я вышивала, это пряжа, и у меня еще мулины я в этот раз использую. Мне как раз подруга подарила эти желтенькие мулины, они мне как раз очень подходят, такой у них осенний очень даже цвет, кленовый. Эти тоже мулины, но это у меня были ниточки. Там я показывала на цветочке, где заворотики, там просто стежки почаще делать. Если большие делать, то будет некрасиво. В результате получилось так, что я просто устала. У меня есть вроде идеи рукодельные, но как-то мне что-то вроде как-то не хочется начинать. Может быть, выгорание таким образом проявилось. И я решила подождать, пока у меня появится вдохновение, пока у меня появится желание что-то делать. Решила себя не насиловать, хотя первый месяц-полтора я себя очень корила, что я ничего не снимаю для рукодельного канала, только для огородного. И а потом я подумала, что мне через себя прям переступать, прям через силу вышивать. Вдохновения не бывает, когда сам себя заставляешь. Надо, чтобы это все было от души. И я решила уже успокоиться и заниматься теми делами, которые мне доставляют удовольствие. Потому что если делать без удовольствия, то это мучение, конечно. Очень мне нравится этой елочкой вышивать листочки. Они такие получаются прямо объемные и несложный совершенно стежок. Здесь я нарисовала уже, где у меня примерно будут лепестки цветочка. И так накручиваю. Я делаю 6 оборотов на иголку. Пропихиваю ее туда. Даже подкручиваю немножко, потому что плотно намотала. И после этого подтягиваю. И у меня такая получается колбаска из ниток. И я ее закрепляю. Эти сверху красные листочки я уже такие показала, зеленые, поэтому я не стала одно и то же снимать. Я снимаю те стежки, которые отличаются от тех, которые я уже показала. Так же 6 навивов. Если хотите подлиннее сделать эту колбаску, можно больше навивов, но труднее будет вытаскивать иголку. Можно и меньше делать. Все равно такой заостренный кончик получится. И будет интересный цветочек.
После того, как у меня такая звездочка получилась, я уже желтые нитки взяла, потому что у меня должно все-таки перекликаться немножечко. Это же осенний у меня кленовый лист. И там должны быть разные цвета. Вы же сами знаете, у кленового листа все цвета можно найти. И желтый, и оранжевый, и бежевый, и красный, и бордовый, и зеленые разные оттенки. Все что угодно. Природа настолько придумывает интересные сочетания цветов, что просто диву даешься. Вот этот стежок называется тамбурный. Есть тамбурный шов, а есть тамбурный стежок. Вот это тамбурный стежок. Еще по-другому он называется петля с закрепом. Вот. Но здесь решила просто иголкой назад серединку обозначить желтенькими тоже нитками, чтобы оно немножечко так вот перекликалось с желтыми лепесточками. У меня нитки мулине какой-то разной фактуры. Вот некоторые такие вот поблескивают, а, допустим, вот эти вот ярко-оранжевые, они вообще матовые, ни капли не блестят. И они хуже идут, в них как-то больше, видимо, 100% хлопок, никаких добавок нет. Не знаю. Вот такие веточки, вот ими я заполняю все пустые места. Очень легко шьются, вышиваются, и при этом можно заполнить пространство там, где пустовато вам кажется, и заодно цвет немножечко добавить, какой хочется, фоновый такой. Мне очень нравится этот стежок, для того, чтобы заполнять пространство, очень подходит. Я планирую еще потом вот в этих веточках добавить маленькие цветочки с помощью тамбурных стежков. Как вот я в цветочки, лепесточки делала, вот такие же я буду добавлять лепесточки на эти веточки. Для того, чтобы все-таки у меня перекликались разные цвета, потому что мне хочется прям вот яркий такой рисунок сделать, осенние все расцветки. Здесь вот тоже решила добавить вот такой же красно-оранжевый цвет. Ну, просто обычные стежки, я даже не знаю, они никак не называются, просто стежок. Вот. Но зато за счет в него этого стежка получается очень симпатично. И точно такие же нитки я взяла и добавляю вот французские узелки на вот эту зеленую веточку. Почему-то у меня ассоциация возникла с рябиновыми ягодами. Конечно, у меня их тут немного, и листья совсем другие, но я все равно решила добавить. Ну и в результате у меня получился очень симпатичный кленовый лист. И предвосхищая многие вопросы, и многие спрашивают, ну что это, ну куда это? Я сделала вот этот кусочек ткани, из него сделала кармашек для своей новой сумки. Сумка у меня обычной модели. Я не стала снимать, как сшила сумку, потому что у меня есть раздел плейлист на канале, в котором куча таких же сумок, и вы сможете посмотреть, если что. Ремень покупной здесь. Вот. Единственное, ну, сзади кармашки тоже есть, внутренний кармашек на молнии. Единственное отличие от моих сумок, это то, что здесь вот было пятнышко маленькое, я его замаскировала вышивкой. То, что у меня сверху, я джинсы, из которых делала, я не срезала швы, а распорола, и у меня вот этот вот потертый шов, он получился наверху, и мне кажется, он чуть-чуть прям украшает, придает колорита. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.